Привет, мои маленькие любители кайтинга. И снова мы во второй день, точнее, в один день записываем второй тест, потому что это последний день с ветром, и мы решили на все деньги, как говорится. Мы снимали тренажки, раздул сильный ветер, и мы решили летать 11-й, хотя уже даже 10-кратный или 11-кратный, 10-кратный чемпион катается на 9. Но потестим 11-й нормально. Я думаю, что вполне себе. Вот у нас дуатлон Эва 2025 года. Он лежит за дуатлоном Эва 2024 года. Оба кайта в 11 размере. Мы их так положили, чтобы детально рассмотреть, а меняет ли дуатлон что-то в своих кайтах вообще. И мы это будем делать с Вероникой, собственно. Все остальные... Заходи сюда. Все остальные устали или уже оттестили другие размеры, кто-то работает, а мы можем себе позволить немножко поговорить про кайт. Пойдем искать какую-то разницу. Я предлагаю зайти с той стороны. Обычно разница видна в ушах. Вот отсюда, мне кажется, будет лучше снять. То есть вот эта форма загиба, пам-бам. И вот это на новом кайте. Это старый кайт, это новый кайт. Синий новый, зеленый старый. Все то же самое, на мой взгляд. То есть вообще никакой разницы вроде бы нет. Мы все ждем, когда они поменяют шейп после ухода Ральфа. Но шейп пока что они не меняют. Ну как будто бы, может быть, конечно, это из-за цвета, но вот эта же часть как будто бы здесь длиннее, чем та, но... Я думаю, это уже будет слишком. Давайте посмотрим изнутри. Здесь будет, кстати, самое большое изменение, которое произошло, на мой взгляд. Посмотри сюда. Я когда достал кайт новый, был закрыт вот этот клапан. Наконец-то. Клапан теперь закрыт. И вы не увидите уже вот эти мемы с людьми, которые купили новый дуатлон и не могут его накачать. Дальше смотрим на ухо. Они поменяли эти сприлаты. Такие на Харлеме, по-моему, похожие сейчас стоят. Здесь вот какие были. Здесь лата закрытая вся. Она много лет у них такая стояла. Вот она. Те же две латы в тех же местах. Вот уже такая открытая, не знаю. И в середине уже здесь была тоже лата. К тому же принципу ничего не поменялось, только сама лата. По выкройке, так называемой, они сегменты разные стали. Они любят просто поменять выкройку и, допустим, это новый кайт. Вот как на старом. Здесь длинный большой сегмент, потом маленький короткий. И дальше уже виден к переднему краю. А здесь два, хрен пойми. Вот эти вот. На старом кайте нету вот этих вот швов, здесь более длинный сегмент такой. То есть сегменты стали короче, ближе к куполу. Именно в центральной части нагруженного купола. Что мы еще нашли? Задняя кромка. На новом кайте задняя кромка, кстати, когда он в воздухе, мы уже 8 катали новую. Видите, задняя кромка такая стала ромбовидная. Типа. Расширяется, сужается, расширяется, сужается. Вот на новом кайте такая, на старом. У нее тоже есть это расширение-сужение, но оно менее выражено. Вот голубая кромка здесь полностью, а здесь она черная с голубым. Черная с голубым мне нравится больше. То есть, как это работает, я понятия не имею, но выглядит она лучше. Это в этом весь дуатлон. Конечно, будет то ли сарказма, но тем не менее. И был... усиление. Усиление, вот Вероника заметила, что на новом кайте, вот здесь, если посмотреть, есть такие усиленицы по всему куполу, по всей задней кромке. На старом кайте этих усилений, они есть, но они часть шва такого. Они не ярко выражены, непонятно, что это значит, для чего и так далее. И, наверное, последнее различие, это то, что... рипстоп здесь, кстати, 3х2 основной и 3х3 на задней кромке. И
значок Дуатон, вот это D, вшит, как бы эта часть. Опять же, выкройки, возможно, из-за этого и... Сейчас. Возможно, из-за этого и здесь перестрочили, потому что здесь значок Дуатон нарисован. Вероника нашла еще одну отличие. Вот, все, на шире и двойной шов, а там она мужа и один. Да, прекрасная игра, найди отличие, да. Здесь потоньше, вот этот край. Ты тут снимаешь? Здесь потолще и две строчки. Может, поэтому вот и решили. Может быть, здесь потоньше и одна строчка. Вот здесь. 6 точек прополки и там. Старые мы снимать уже не будем. Там то же самое. Вот они, 6 точек. Мы посмотрели визуально относительно усиления, где эти точки располагаются. Они располагаются ровно в тех же местах. То есть я предполагаю, что кайт не должен отличаться вообще ничем, либо будет отличаться чисто минимально. Понятно, что это кайт новый, тот уже как бы сезончик летний он пробыл на благе, но он без ремонта, по-моему, да? Да, он немного использовался, потому что были использованы в основном другие кайты. Мы сейчас их попробуем с Вероникой, потом поменяемся и расскажем. А также еще очень важное сравнение. Мы будем сравнивать их с Ричом 25-го года, который я уже тестировал, снимал на него обзор. И для меня это важный тест, что я куплю, допустим, в школу или на чем я захочу на докроновом кататься, на Эво, типа эталонном, и либо Рич как бы ворвался. Вот проверим. Запустили мы два кайта. Вот на видео попытаемся в воздухе показать, какие у них, может быть, по форме есть различия, но из-за того, что цвета разные, непонятно. Кстати говоря, симпатично выглядит прошлый год. Светится такой дуатонный, а новый, конечно, блек. Но лучше ничего, как обычно. У обычных Эво расцветки какие-то такие себе последние годы. Задняя кромка повеселее. Вот она синяя светится там, а темным не светится, как будто бы. Ну, в общем, пойдем на воду сейчас тестировать каких-то сверхотличий и просто показать, как они выглядят в воздухе. Все. Дальше уже будет по результатам эксперимента на воде. Откатали на... Я сбросил, кстати. Сколько мы катали? Ну, немного. В сумме, это у тебя вообще... Ну, не суть. Короче, минут по 10 на самом деле. Ну, потому что нет смысла. Мы по 10 минут я катался на новом, это на старом. А потом, по-моему, и того меньше. Да. Да. Поменьше второй раз. Потому что, и не знаю, у меня сил нет после тренажа так много. Плюс эти кайты знакомые, известны. Я катаюсь на 11-м Эво с 2019 года. Я с прошлого. Ты с прошлого, да. Но я потом пересел на СЛС. И вот сейчас снова пробуем докрон. Я скажу второй. Хорошо. Мне показалось, может быть, конечно же, ветер стал слабее, но как будто бы новый Эво 25-го года помягче. Помягче, как-то он меня не так сильно разносило на моих ошибках драгслайда, когда я поздно кайт в луп пускала. На 24-м году меня прям прилично разносило, на 25-м помягче. И как только мы поменялись кайтами, тяги на 25-го года как будто бы стало меньше, чем на... Ну вот на 24-м меня дозило, ну многовато было, не сильно дозило, но чувствовалось, что прям так хорошо, а на этом комфортно было. А не было ли это из-за знаменитого твоего чикен-лупа огромного? Ну, неужели из-за такой разницы? Ну вот он у тебя подзатянут был, я его на full power, когда я взял 11-й старый у Вероники, он был подзатянут на 2-3 сантиметра. Я отпустил, понял, что мне некомфортно, я затянул. То есть уже тот я на full power катал. И ты тоже. Да. Честно сказать, хрен его знает, но разницу я почувствовал. Небольшую, но она как будто бы в чем-то есть. Понятно, что какая-то там новый, старый, там еще что-то. Но она была заметна.
не знаю, дело это в планке, оба трастбара, просто разные чикены. Сори, что не идеальный тест, но вот какой-то такой. Тем не менее, все там минусы Дакрона — это то, что после там АЛУ, новых материалов, СЛСов, управление кайтом не прикольно. То есть ты просто фана не получаешь от управления кайтом. Он медленноватый, он такой тяжеловатый, он инертный. Когда порыв идет, он его отрабатывает долго. То есть ты все чувствуешь такой на планке, на теле, через трапецию. Но все плюсы, опять это моя драйвовская болезнь, то, что он медленнее. Ну, как бы он медленный, и поэтому вот если снято на видео, я и на том, и на другом всадил тройной фронт бордов. Я не делал это ни на тренажке, вот мы на траве катались, тест, ни на джусе Делап. Ну там, может быть, времени не хватило, не знаю. Но здесь идеальный ветер сейчас под такие трюки. То есть я попробовал что-то со слэком, но меня так разносило, плюс непривычный кайт. Такие трюки технически нужно делать прям вот ветер, ну знаешь, это типа а-ля как анхук, только на крюке. Да. А здесь вот вверх попрыгать, поснимать доску и покрутить бордов, блин, я сам удивился, что я это смог. То есть на кайте, на котором я в целом не катаюсь давно. То есть плюсы от медленности и от понимания, где он в целом находится, потому что я во вращениях понимал, что да, кайт у меня никуда не улетает, все он сверху. А не как на быстрых материалах кайт улетает куда-то вперед и убивает тебя. Ну вот мне как раз, то, что я сейчас пока в вращении еще не прыгаю, мне как раз прикольнее на вот этих всех новых материалах. Да, понимаю, отчасти да. поэтому, может быть, и делаю слишком поздно этот луп, потому что уже привыкла, что там чуть-чуть буквально там планочку направила, и он раз прокрутился, тебя вытянул. А здесь он пока долетит, и вот эти вот низкие. Я видел, да, как тебя вот так разматывало, может, на видео мы покажем, Да. как тебя разматывало, я думаю, блин, я чуть-чуть, и ты уже касаешься кайтом воды. Ну да, тут еще и рука, там женская, мужская, то есть у кого сколько там силы, тоже имеет значение, понимаю. Ну поэтому вот новые материалы и девочки часто берут и любят. Они как-то ты больше понимаешь, где кайт находится, он как-то и более интуитивный, само управление прям намного проще и легче. Я думаю, что это от отсутствия инертности. Все-таки эти из-за того, что тяжелые, они там порыв пришел, ушел, он провис, потом опять, вот я это чувствую в целом при катании, потому что у нас порывистый ветер, в целом окей, но в моментах я заходил на Dark Slide просто, чтобы попробовать, и я не смог зайти, потому что меня просто вперед так стащило. Вот здесь, вот здесь я такой, отмена, отменил. В общем, разницу мы почувствовали, почувствуете ли вы или кто-то еще, я не знаю, но и на том можно кататься, но как будто бы я бы катался на новом. Ну, то есть мне он как-то показался прикольным. Да. Подружелюбнее. Да. Не знаешь, в чем там надо действительно, наверное, их сдуть и прям. Ну вот у нас есть специалист, он займется, может быть, мы это вставим, там разложит по понятиям, по сантиметрам, какие там панели, куда чего. В общем, мы это не разбираемся, дадим это. Так как сила есть еще у нас, все, мы тогда еще вот просто, чтобы законсервировать полностью вот этот тест, это мы уже будем сравнивать, ну, условно, Эва Дуатон дакроновый с, на мой взгляд, интересным кайтом, который может ему составить конкуренцию. Я бы хотел, чтобы он ему составил большую конкуренцию. Это North Ridge 25 года. И мы накачаем драйв просто так. У нас все кайты 4 в 11 размерах есть, поэтому мы будем сейчас все в топку закидывать. Дуатоны мы сложим и накачаем 11 рич и 11 драйв. И тоже поменяемся. А драйв мне 11 не очень интересен, честно сказать. Я его Веронике сразу отдам. Покатаюсь на рече в начале, а потом, поменяемся, просто обо всем расскажем, о том, что у нас вообще есть. Но в основном в сравнении с речом будет. Запустили речь 11, брали все дуатоны. Единственное, что этот кайт будет у нас на 22-х стропах, другие два на 24-х с завода, как бы так полагается. Все на middle управлении. Здесь у нас два узелка, точнее 2 петли на ушах, у нас на крайней петле. Здесь В расхождение и 4 точки крепления на баллоне. И передний баллон толстый достаточно. Но мы об этом уже говорили в первом тесте. И это никак кайту не помешало. Но вот это небольшое количество точек на баллоне, как будто, я не знаю, влияет или не влияет.
делает планку менее нагруженной. То есть менее информативной. Чем больше точек, как будто тем больше информации, но и нагруженность планки будет больше, соответственно. А здесь наоборот. Мягкая планка, соответственно, 4 точки, но никому не... Короче, все были довольны. Сейчас посмотрим. У меня, к сожалению, чуть-чуть кривая планка. Кстати, Норс. Я на ней только лупил. В одну сторону, видимо. На коротких, поэтому она у меня немножко стала кривой, но не критично. И 11-й Харлем Вероника качает, но просто она хочет на нем покататься и потестить. Он тоже будет на 24-х, хотя и на 22-х он тоже хорош. Но вот если дуатлон у нас это основной как бы предмет сравнения, то стараемся все кайты как с завода. Харлем 11 на 24-х, у него даже написано на ухе. Все, го катать. Наконец-то мы откатали все, что можно, но про себя скажу, последние уже 2 кайта, сил нету, мы только завтракали, ничего не ели, уже время 5 часов вечера. Невозможно уже, нет сил кататься, поэтому я трайв в последнюю очередь вообще не рассматриваю, брал, так как я его и так знаю. Норс Рич. 22 стропы, как будто ветра, может быть, стало чуть меньше, не знаю, но... Не как будто стало меньше. Стало меньше Но ветра, для него нормально. окей, стало меньше ветра. Самый медленный вообще кайт, то есть я здесь, наверное, снято это не было, как я прочесал, здесь было снято. Да ладно, тогда это будет вот здесь, или это будет было уже, вы видели. Просто, опять же, рука привыкла к определенному давлению на планке, я понимаю, что кайт идет просто по такому радиусу, и меня как, меня поломало вообще, не знаю. С непривычки, да, все очень туго. Планка, кстати, заметила, я когда на Харлем пересел, у меня вот такая веревка Депауэра стала, Да. а на этом вот такая Ну, я даже маленькая. прыгала, тебе показывала, что... Коротенькая? Если видела, да. Ты это? Я думал, ветра да. нет, ты показывала. Не-не-не. Да, короткая веревка на про планки от Норс и очень длинная на Харлеме. Причем я думаю, а нахрена здесь такая длинная? А потом убрал, так, вот здесь же она работает. И все понял, но очень непривычно. Вот если у вас будет Рич и Трайв, все, забудьте о нормальных каталках. Это просто 2 кайта, которые, для меня между собой вообще не, полярные. То есть я не смогу с одного пересесть на другой. То есть я после Рича, когда прикатался, я на Трайве, может быть, уже сил не было. Мне стало как-то не по себе катать, короче, я просто, наверное, устал. Вот Да. так вот. Но если сравнивать, да, это, конечно, вообще мимо Эва. Какие плюсы могут быть у Рича? Я искал кайт, который может заменить Эва в школе и на котором можно покатать там и все поделать. Но сейчас, покатав на новом Эва, я понимаю, что, наверное, я все-таки пока останусь на нем. То есть Рич может быть подешевле, но тем не менее, как для школы это все окей, он летает замечательно, здорово. Плюс он лупится. Вот я тоже, если сняла, там Чмутов лупил на нем в фанранге в поддержку в полную, когда ветра побольше, и он медленно тяжелая планка на вращение, но когда он раскручивается, все, это очень, очень быстро крутится. Я думаю, начиная с десятки-то вообще можно и полноценно лупить, довольно-таки безопасно на нем. Но какие-то делать штуки с вращениями и с лупами, наверное, можно, но я пока только прямой бы пробовал, потому что там можно всю мощь руки, так скажем, приложить и контролировать, что происходит. Если что, там сделать отмену, там скинуть доску, например. А когда ты во вращении, непонятно, кайт прокрутится, не прокрутится, там уже скидывай, не скидывай, ничего не получится. В общем, как замену, не знаю, может быть, тест плохой мы сделали, да вроде бы, какой могли. Все равно это тест дуатлона в первую очередь по сравнению с прошлым годом. И вот попробовали сюда впихнуть Рич, не впихнулся. Вообще никак. Не впихнулся. Все-таки пока что еще что-то надо допилить, но уже лучше, чем в прошлом году. На прошлогоднем я, например, если ты каталась или не каталась, были у нас, на нем прям вообще ничего. Плюс еще слэк здесь есть. Какой слэк? Провисание строек. Это да. Вот что Да. такое. Да, то есть я сделал фронт blind простой, все нормально, потому что на дуатлонах, может быть, ветра было много. Много ветра. Много ветра. Наверное, да, тоже такое плохое сравнение. Но я знаю точно, что, опять же, из-за формы, он ковшеобразный. Это вот похож на
всякие редины, такие ширпотребные формы, типа для всего. То есть удлинение меньше у него, он шире, ты заметила, да, он шире. Немного. А все вот эти эвообразные трайвы, они все длинные, как бы с ушами, более острыми и так далее. Что-то еще? Ну, Сунешь? у меня просто, да, безумно сильно отличается и от Эва, от Трайва и подавно. Мне вот как раз вот больше теперь я понимаю, что нравятся именно быстрые кайты с Трайвом, прям вообще еще в фанранге. Сначала он меня напугал в фанранге, потом подружились. Вот. Рич прям слишком медленно, как будто бы я не на 11-м, а на 14-м или на 15-м каталась. Потому что я планкой делаю, посылаю его, допустим, чтобы прыгнуть с переводом, посылаю его влево, я правым галсом прыгаю, он пока подумает, начинает лететь, потом я вылетаю, а планка как будто бы уже пустая. И вот, Есть такое, что пустая, да. причем я в воздухе там пытаюсь ее там перезагрузить, там попробовать, там может быть где-то там все-таки я его пережала, не пережала, а планка ну вот пустая. На даркслайдах тоже они у меня еще только-только репетируются, но в даунлуп я даже его не, ну, Побоялась, и не стала, потому что вижу, что он медленный. И, кстати, последний раз просто разворачивалась даунлупом, и хорошо, что я не попробовала даунлуп в даркслайде, потому что он настолько медленный, что он прям вот по воде почти пошел. Да, но одну отметку, такое замечание дам, что все-таки это все после, вот Вероника, после Трайва, Да. там колоссальная разница просто будет. Если рассматривать какие-то, опять же, вот, похожие кайты, они будут соизмеримы. Здесь просто огромная разница. С дуатонами тоже, дуатоны побыстрее, очевидно. Да. То есть они тоже поживее, Да. они прям приятно понятные, то есть что-то между. Мгм. И если подытожить, то, ну, мое личное мнение, то есть я на этих 11-х вообще все, что можно откатать, ну, у Мгм. меня было Мгм. СЛС Мгм. много лет до этого, обычный Эво докроновый, и все равно, что сочетает в себе все, это Эво СЛС для меня. Мгм. То есть Делап мне излишний, жесткий, мне не нужен. Мгм. Докроновый не такой интересный, медленноватый где-то, и Слэка, допустим, мне где-то, не знаю, ну, короче, Эво СЛС для меня золотая середина, которая позволит мне вот просто все вот эти кайты взять и получить, подсказывать, что да, это обладатель Эво СЛС. Лучший кайт! Ну, вот так вот. И я тоже, пусть там хейтят, взрываются, не взрываются, да плевать, как бы. Понятно, что кто продает, тому это, гарантии и все такое, это гемор. Я это прекрасно понимаю, потому что я сам продаю кайты и тоже сталкивались с подобными вещами, но тем не менее сталкиваются дистрибьюторы, в первую очередь, как бы большие, которые, собственно, будут это все и менять, и отсылать, и будет у людей какой-то негативный там осадок, эффект. Но тем не менее мы рассматриваем, если перформанс, то для меня это кайт, который сочетает в себе все, что мне нужно. Именно когда я уже в прошлом видео говорил, что да практически во всех размерах на самом деле. Но интересно пробовать что-то новое. Да. Для учеников, как раз, в принципе, для школы, наверное, Рич за счет того, что он с запозданием идет, то есть там как раз нужно... Ошибки будут прощать. Да, то есть ты что-то где-то планку перетянул, пока там Рич подумал, ты уже эту ошибку устранил, и в целом можно первые как раз вращения спокойно пробовать, нигде особо, наверное, никуда ничего не перетянешь. Пожалуй, да, но я думаю, и Эва тоже не будет как бы мешать в этом в целом, плане. Да, и прошу заметить, мы в этом сезоне, как и в прошлом, как и в позапрошлом на Серфхате, и вот эти кайты, они школьные все. То есть мы учим на последних 25-го года новых кайтах. Welcome, любой тип обучения, тесты Харлема и других брендов, которые мы купим себе, потому что мы в них верим, либо нам дадут на тест, они все будут здесь базироваться на Бугасской косе и с выездами по прилежащим территориям. И досочки тоже. И досочки тоже. И досочки, и кайтики, и планочки, и все остальное. Спасибо, Много Вероника. рекламы. Это был непростой день, но мы его закончили.
это добавочное видео к тому, что вы сейчас посмотрели. Там тест дуатона 25-24 там все окей было. Но был мой косяк с настройкой планки. Сейчас я покажу, что было. Поэтому не выпускали ролик раньше, чтобы доснять продолжение. Узелки, вот здесь вот настройки, вот это, я говорю про норсовскую планку, собственно, про катание на планке Норс и на кайте Норс. Почему у нас там в первом тесте все было зашибись, типа всем нравится, а тут, короче, мы такие, чё, усталость, и стропы были настроены под 17-метровый сетап, там эти удлинители были чуть кривоваты, в итоге планку я не посмотрел, узелки были разные, плюс они стояли на длинных рулевых, не хватало поэтому угла атаки кайту, так что все, что было, мы немножко как бы это забываем. Мы сейчас проведем, и он выйдет следующим, нормальный тест, чисто 25-й год Эва против 25-го года Норса, с уже отстроенной планкой, все как бы четенько. И это мы все равно оставим в этом видео, в которое сейчас идет, чтобы тоже вы обращали внимание на то, что вот маленький косячок с настройкой планки, и уже кайт не покажется таким замечательным, как он казался изначально. Так что, сори, мы сейчас снимем другое видео. А на этом конец.